Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. После того, как Бэрон приводит Дилан домой, он говорит, что отныне устроит ей ад в этом доме. Когда Дилан хочет уйти, Бэрон говорит, что ты никуда не можешь пойти. Когда Дилан говорит: «Ты не сможешь удержать меня здесь силой, я здесь несчастлив, отпусти меня», Бэрон хватает ее за руки и говорит, что он точно больше ее не оставит. Он очень зол и говорит Дилану посмотреть, что он с нами сделал, и бросает свои вещи на пол. Тем временем Дилан замечает, что рука барана порезана и кровоточит, и хочет о ней позаботиться, но баран не позволяет этого и говорит, что если ты хочешь исцелить меня, ты должен исцелить мое сердце, а не мою руку. Гуль очень расстроена датой свадьбы Ферата и Дерии и не может выбросить это из головы. Дилан вспоминает, как Бэрон сказал: «Ты вонзил кинжал глубоко в мое сердце, ты можешь его исцелить», и плачет. Мне бы хотелось сказать, что я делаю это, чтобы защитить тебя, но, несмотря ни на что, я ни о чем не скажу Бэрону. Дилан приходит с ватным тампоном, и когда он хочет перевязать руку барана, баран говорит: «Оставь это в покое, мне не нужна твоя милость». Когда Бэрон спрашивает, почему вы проявляете милосердие, Дилан отклоняет этот вопрос, говоря, что любой сделал бы то же самое. Бэрон злится и выходит из комнаты. Госпожа Азади, господин Кудрет и Джихан выходят снаружи, Гуль открывает дверь и забирает то, что у них есть. Пока госпожа Азади разговаривает с Джиханом на пороге, приходит баран. Когда госпожа Азади хочет подарить Дилану покупки, которые она сделала, баран говорит, что они не пойдут и не покупает подарки. Госпожа Сабиха хочет нового плана для Дилана. Дилан очень грустит, плачет и все время говорит, что ей нужно пойти за бараном. Тем временем от Гэжи Сабихи приходит голосовое сообщение, в котором говорится, что она знает, что баран забрал Дилана. Гуль приходит к Дилану и очень удивляется, увидев состояние комнаты. Когда он спрашивает, что случилось, он говорит: «Я сделал это», а когда спрашивает, в порядке ли он, обнимает себя за шею и плачет. Гуль пытается поднять боевой дух Дилана, говоря: «Ты прошел через много трудностей, мы с тобой». Позже Дилан предупреждает Гуль никому не рассказывать о том, что она видела, и Гуль успокаивает ее, говоря: «Расслабься, я не скажу». Бэрон вспоминает слова Дилана: «Я не хочу тебя, я воспользовался твоей милостью», и расстраивается, задаваясь вопросом, как я мог тебе поверить. Наводя порядок в комнате, Дилан объясняет, что рамка со свадебными фотографиями не сломана, но ничто не может быть таким, как раньше. Гулиси обнадеживает, когда говорит, что если у господина барана действительно есть такая любовь, как он любит вас, все будет хорошо, но она помнит слова Сабихи: «Ничего не говори своему мужу, иначе он умрет». Баран не может справиться со своим гневом, и его крики в саду доходят до дома. Пока баран плачет, к нему приходит его отец Кудрет и хочет узнать, что он скрывает. Баран не хочет отвечать. Господин Кудрет рассказывает мне, сколько раз он был свидетелем слез Дилана в этом особняке. Он снова собрал нашу семью и крепко обнял нас, несмотря на столько пыток. Он помог мне идти, поэтому утешает нас, проявляя немного терпения и говоря, что нам не следует находиться рядом с ним. Сказав: «Поверьте мне, какая бы у вас ни была проблема, вы преодолеете ее своей любовью», он кладет голову на плечо отца. Цеврия считает, что Дилан в отпуске в хорошем настроении. Когда обычная Джевдит спрашивает: «Ты ревнуешь к этой невестке?», Цеврия отвечает: «Нет, но было бы неплохо, если бы мы провели отпуск с нами». Когда ее отец говорит: «Есть знакомый наш, пойди и отдохни с ним на месте праздника», Цеврия и Егмур очень счастливы. Тем временем госпожа Элькай звонит из общежития и сообщает, что они могут стать приемной семьей, и все они очень счастливы. Наведя порядок в комнате, Гуль идет заваривать Дилан расслабляющий чай. Дилан вспоминает свой первый танец с бараном на их свадьбе и теряется. Дилан поправляет стул, чтобы лечь, но Бэрон все еще очень зол и даже не хочет смотреть Дилану в лицо.
Когда Дилан настойчиво пыталась перевязать руку Барана, Баран разозлился и спросил ее, что ты пытаешься сделать. Она почти сказала, что очень любит его, но изменила слова, сказав: «Твоя семья очень тебя любит, Дон, не возлагай на них надежды», и выходит из комнаты. Когда он возвращается в комнату, Бэрон спит, Дилан сидит перед ним, наблюдает за ним, смотрит на рану на его руке, садится рядом, ласкает его волосы, лицо, вдыхает его запах и целует его. Пока Бэрон продолжает спать, Дилан перевязывает ему руку и думает: «Хотел бы я перевязать раны в твоем сердце». Он говорит: «Я такой беспомощный, я не могу сказать тебе правду, мне очень жаль. Он целует твою руку и садится через дорогу. Настало утро, Баран понимает, что его рука забинтована, и выбрасывает ее, затем хлопает дверью и уходит. Дилан вздрагивает, когда хлопает дверь. Госпожа Сабиха рассказывает Хавину о боли, которую она испытала из-за своего ребенка, и говорит, что никакая боль ее больше не сломит. Когда Сейд говорит, что Джеврии очень хорошая мать для Ягмура, Ханифе обижается и говорит, что я не подходила Дилану. Пока Баран в гневе ходит по дому, он замечает себя в зеркале и идет в свою комнату, чтобы побриться у парикмахера и попытаться взять себя в руки. Затем, когда его мужчина Керем приходит к нему в комнату и сообщает, что в инциденте замешана еще одна женщина, он злится и просит его немедленно привести эту женщину. Джихан приходит к Дилану и спрашивает, как он, и когда позже Дилан узнает, что Джихан сдал экзамен по медицине на университетском экзамене, Дилан очень рад и поздравляет его. Пока Дилан и Джихан болтают, приходит Баран и отсылает Джихана. Дилан расстраивается из-за этого, и Бэрон говорит, что защищает ее от вас, и просит ее подготовиться. Когда Дилан хочет знать, куда они идут, он злится и говорит: «Готовьтесь, мы идем». Ферат встречает своего дядю Кудрет Абея и говорит, что слышал, что у них с Дирьей дата свадьбы, но он спрашивает свое сердце, тот ли он человек или нет, и просит его принять соответствующее решение. Тем временем приходит брат господина Кудрета Хасан и говорит ему думать о своих детях, пока он не подумает о Ферате. Господин Кудрет злится и говорит, что разговаривает с моим племянником. Хасан был очень обеспокоен близостью господина Кудрета и Ферата. Когда его спросили, куда мы недавно ходили вместе, он ответил, что у него есть подруга по имени Сабиха Ханем. Человек Барана, Керем Сабиха, подошел к госпоже Сабихе, сказал, что Баран хочет поговорить, и позвал ее к себе. Гуль показывает Ферату модели костюмов жениха из каталога, который ему прислала Дирья, и уходит. Мать Ягмура, госпожа Мельтем, звонит Джеврии и сообщает, что приехала в Турцию на неделю в отпуск и хочет увидеть Ягмура. Баран ведет Дилана на пляж и встречает там Сабиху Ханем. Когда госпожа Сабиха говорит, что она беспокоилась о Дилане, как только увидела его, Бэрон отвергает ее. Когда госпожа Сабиха спрашивает, чего она хочет, Баран угрожает Гэже Сабихе держаться подальше от Дилана. Когда госпожа Сабиха уходит, она говорит, что эмоционально истощена от Барана, и через некоторое время я буду знать, что делать. Когда Баран говорит, что будет держаться подальше от Гэжи Сабихи, Дилан говорит Барану: «Я хочу держаться подальше от тебя, а не от Гэжи Сабихи». Когда Дилан говорит: «Отпусти меня», Бэрон говорит, что не может никуда пойти, не заставив его заплатить за то, что он сделал. Дилан говорит: «Ладно, ты хочешь, чтобы я ушел, я заплачу за все, что сделал». Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.